Добрый день, меня зовут Евгений Божьев. Сегодня хочу поговорить на теме, которая вот уже навязла в зубах, везде сплошь и рядом в последнее время. Нам рассказывают о том, что у нас сгущается кровь, что ее надо разжижать, что для этого назначается аспирин, для этого назначаются пиявки и всякий другой околомедицинский бред. Давайте разберемся, что такое вообще густота. Густота, как мы помним, это соотношение между твердыми элементами и жидкими элементами в каком-то растворе. Да? Ну, например, если вода, мы говорим, жидкая, не густая, то кисель, например, это густой. Да? Вот, то есть вот разница. Так вот, в крови есть, в физиологии есть такое понятие соотношение, которое показывает соотношение между твердыми элементами крови и жидкостью непосредственно. Вот. Этот показатель, он всегда стабильный. Он не зависит практически от того, сколько мы пьем или сколько мы не пьем. Даже если человек там неделю вообще не потребляет воды, то вот этот показатель, он держится стабильным. Почему? Потому что стоит на самом деле крови стать более густой или более жидкой, и мы сразу же умираем. То есть организм это прекрасно знает, и он отовсюду будет убирать воду и вводить ее туда, куда нужно, в кровь, там, вот, для того, чтобы организм выжил, потому что все направлено в первую очередь на выживание. Поэтому этот показатель всегда остается одинаковым и меняется в очень-очень-очень небольших пределах. Поэтому, когда нам говорят о загущении крови, это бред. Загущения крови не бывает. Хорошо, а что тогда делает аспирин? А аспирин делает совершенно другую вещь. Он никакого отношения к вязкости или густоте крови не имеет. Аспирин делает одно только у него единственное свойство. Он эритроциты, когда у нас находятся в крови, они должны, задача эритроцитов, переносить кислород. Соответственно, в легких они кислород набирают, а потом, попадая в капилляры, они должны кислород отдать. Так вот, чтобы эритроцит эффективно отдавал кислород, он в капилляр входит не ребром вот так вот, а сворачиваясь в трубочку. То есть диаметр капилляра всегда меньше, чем диаметр эритроцита. Эритроцит сворачивается в трубочку и только в таком свернутом виде проходит в капилляр. Почему? А потому что тогда он отдает кислород по всей своей поверхности. Через всю поверхность идет передача кислорода в ткань. Не просто так это все сделано. Соответственно, когда у нас кровь закисляется, эритроциты вместо плоских становятся такими набухшими, кругленькими. И они уже свернуться в трубочку не могут. Соответственно, они не могут попасть в капилляр, и, соответственно, возникает дефицит кислорода в тканях. То есть в эритроцит кислород содержит, а в ткани он ее не передает. Вот такая вот интересная особенность. Соответственно, после того, как они набухли, еще через какое-то время при закислении они слипаются друг с другом. Так вот, образуют так называемые столбики, или монетные столбики их называют. Так вот, единственное, что делает аспирин, препятствует слипанию. Но аспирин – это ацетилсалициловая кислота. Когда человека сажают на аспирин, его сразу же что делают? Закисляют внутреннюю среду, то есть кровь. Соответственно, все эритроциты, которые еще не были набухшими, начинают становиться набухшими. Соответственно, передача кислорода в ткани еще больше ухудшается. И поскольку это чаще всего назначают аспирин после инфаркта, то есть инфаркт, недостаток притока крови, недостаток кровоснабжения, в первую очередь кислорода, да, в мышцы сердца. Соответственно, назначая аспирин, мы препятствуем склеиванию, но еще больше препятствуем опять передаче кислорода. И назначение аспирина после инфаркта фактически не просто торит тропу, а мастит широкое шоссе, прям вот такой вот МКАД к второму инфаркту. Вот. Поэтому вот такие вот особенности есть. Поэтому назначают аспирин на самом деле, да, не зная, не понимая, конечно, этого, не для того, чтобы разжижить кровь, убрать ее загущение, да, сделать ее более жидкой, а для того, чтобы человека добить. Ну, врачи это делают несознательно, поэтому они просто не понимают, что творят.
И еще такая вещь, как пиявки. Что делает пиявка? Пиявка тоже никакого отношения к густоте крови не имеет. Вот. И слюна пиявки вызывает одну простую, одним единственным действием обладает, которое важно для нас. Она нарушает 2 из 12 факторов свертывания. То есть блокирует свертывание крови. И мы все знаем, что на самом деле, когда ставят пиявки, потом долго-долго, несколько часов, там кровь идет. Да? Вот именно поэтому. Это единственное действие пиявки. Никакого отношения к густоте крови она тоже не имеет. Она не разжижает кровь, она не препятствует слипанию эритроцитов, не препятствует набуханию их и так далее, и так далее, и так далее. Она просто блокирует факторы свертывания. Вот и все. Поэтому давайте, когда нам сейчас пытаются говорить о том, что у вас там густая кровь, ее надо разжижить, и там назначают какие-нибудь аспирин содержащие препараты или рекомендуют делать пиявки, понимать, включать голову и понимать, что на самом деле то, о чем говорят, либо человек не понимает вообще, о чем идет речь, и неосознанно вас пытается ввести в заблуждение, либо, что еще хуже, вас пытаются просто развести как лохов. Вот поэтому думайте, ваше здоровье в первую очередь нужно только вам. Хочу вам рассказать, как самостоятельно убираются основные сердечные проблемы. Массово людей чаще всего беспокоит, я думаю, что это 2 проблемы. Первое, это с возрастом очень часто развивается ишемия сердца, то есть недостаток кровоснабжения сердца. И вторая причина, вторая проблема, которая тоже часто бывает и тоже возникает с возрастом, то есть накапливается, это всевозможные нарушения сердечного ритма, всевозможные аритмии. Вот. Ну, так по очереди, наверное, пойдем. Ишемия сердечной мышцы, то есть недостаток кровоснабжения сердечной мышцы, возникает по одной простой причине. Потому что накапливается недостаточность кровоснабжения. Здесь может быть несколько факторов. Первое. Сосуды сердечной мышцы могут быть сжаты, спазмированы. Да? Это возникает тогда, когда мы стрессуем, когда человек много нервничает. Мы говорили, что при стрессе сосуды сжимаются. Да? Раз сосуд сжимается, значит уже уменьшается приток крови к органам и, соответственно, к сердцу. Вот это уже может возникать, вызывать возникновение стенокардии, а стенокардия как раз это и есть острый приступ недостаточности кровоснабжения сердца, мышцы сердца. Вот. И если вы, соответственно, этот острый приступ не купируете, то стенокардия может переходить уже непосредственно в ишемию или ишемическая болезнь, если это хроническая форма, да, или инфаркт, если это острая форма недостаточности кровоснабжения сердечной мышцы. Вот как это все происходит. Второй вариант уменьшения кровоснабжения сердечной мышцы – это так называемые атеросклеротические бляшки. Атеросклеротические бляшки тоже в сосудах бывают и нередко. Как правило, это тоже накапливаются они с возрастом. Причиной отложения холестериновых бляшек в сосудистых стенках, в том числе и в сердечных сосудах, являются стрессовые ситуации. То есть, если человек много нервничает, то у него обязательно будут атеросклеротические бляшки, или то, что называется атеросклероз сосудов, и в том числе и сосудов сердца. Вот. Что нужно сделать, чтобы этого не было? Ну, 2 варианта. Либо не нервничать, вот, либо снимать свой стресс с помощью физической нагрузки до пота. Тогда этот стресс не будет оказывать влияние на сосудах и не будут откладываться атеросклеротические бляшки. Вот один вариант. Второй вариант, если вы все-таки уже накопили за свою жизнь эти бляшки, и они у вас уже в ваших сосудах есть, их можно убрать. Каким образом? Без всяких операций, без приема лекарств, с помощью упражнений, которые у меня называются либо упражнения для сосудов, или зарядка для сосудов, либо называется ортоклиностатическая гимнастика. Вот 2 названия этой группы упражнений. Упражнения простейшие. Вот. Нужно встать, постоять 30 секунд вертикально, то есть ноги вниз, голова вверх, да? А потом лечь на пол и поднять ножки, положить на стену, чтобы ноги были выше головы. Вот.
тоже 30 секунд. И где-то 5-7 переходов. Так постоять, так полежать, так постоять, так полежать. Вот, по очереди. По 30 секунд в каждом положении. Смысл этих упражнений в чем? Вы знаете, что существует такая простая вещь, как земное притяжение. Земное притяжение у нас притягивает все, в том числе и все жидкости вниз. В нашем теле много такой жидкости, как кровь. Течет кровь по сосудам. Соответственно, земное притяжение притягивает кровь вниз. Да, то есть, когда мы стоим вертикально, у нас от головы кровь отливает, а к ногам она, наоборот, приливает. Согласно земного притяжения. Вот для того, чтобы компенсировать вот этот отлив крови от головы и переполнение, то есть переприлив к ногам, у нас существует сосудистый тонус, управляет им вегетативная нервная система. Вот для того, чтобы компенсировать этот отлив крови от головы, у нас наоборот получается, сосуды головы расширяются, а сосуды ног сужаются. Таким образом, вот это изменение сосудистого тонуса компенсирует вот этот отток жидкости крови к ногам, вот, и мы не падаем в обморок от того, что кровь от головы вся полностью оттекла вниз к ногам. Вот. А когда мы ложимся наоборот, делаем так, что голова внизу, а ноги выше головы, тогда у нас наоборот. Кровь от ног оттекает к голове, да? Соответственно, наоборот, сосуды головы сжимаются, а сосуды ног расширяются. И когда вы поочередно делаете вот так 30 секунд, так 30 секунд, вот, то есть вы таким образом создаете поочередное напряжение и расслабление своих сосудов. То есть сосуды начинают работать. И хитрость заключается в том, что если вы делаете вот такую сосудистую гимнастику, ну хотя бы 2 раза в день, утром, вечером, то ваши сосуды все время привыкают, то есть вегетативная нервная система им управляет, вот они привыкают сжиматься, расслабляться. А когда сосуды вот двигаются, не находятся в статике, в статически неподвижном состоянии, а именно двигаются, то тогда вот эти самые накопившиеся в сосудах атеросклеротические бляшки, они начинают вымываться, потому что телу дискомфортно вот эти напряжение создавать, если есть там бляшки, которые не сжимаются и не растягиваются. И практика показывает, что за полгода выполнение двукратного, 2 раза в день выполнения вот этого упражнения для сосудов или гимнастики для сосудов, вы реально можете избавиться от своих атеросклеротических бляшек. И таким образом вы восстановите приток крови к сердцу. И не будет у вас ишемической болезни сердца. И не будет никогда инфаркта. Кстати говоря, поскольку кровь это энергия, а энергия это кровь, если брать физическое тело, да, то есть там, где будет достаточно энергии, там будет всегда достаточное кровоснабжение. А вот если энергии будет не хватать, то, соответственно, и кровоснабжение тоже будет недостаточно. Поэтому, по большому счету, кровоснабжение сердца всегда еще зависит от нормальной работы энергетического центра сердечного, так называемой 4-й чакры, которая находится вот здесь в области сердца. Поэтому предупредить развитие стенокардии, снять приступ стенокардии и предупредить развитие инфаркта вы можете банально активацией сердечного энергетического центра вот каким-либо способом. Ну, например, просто вот таким вот образом прокрутить эту чакру вот так по часовой стрелке. Вот, дорогие друзья, каким образом вы можете предотвратить такую неприятную вещь, как ишемия сердечной мышцы. Вторая группа проблем, которые могут возникать и часто возникают с сердцем, это нарушение сердечного ритма, всевозможные аритмии. Вот, ну, я выделю 2 основные группы аритмий по механизму их образования. Первая группа неприятная, но очень легко купируется. Это так называемая пароксизмальная тахикардия. Возникает пароксизмальная тахикардия, то есть это проблема, когда ритм учащается до 120 и выше в минуту, там может 150-160 ударов сердца в минуту. Причиной пароксизмальной тахикардии является всегда передавливание блуждающего нерва. Передавливается блуждающий нерв на уровне шеи.
вот здесь вот под вот этими мышцами он проходит. И когда мышцы шеи напрягаются, вызывается, они начинают сдавливать блуждающий нерв, и вот это давление на нерв и вызывает, а поскольку он как раз и иннервирует сердце, вот, оно вызывает вот это учащенное сердцебиение, то, что называется пароксизмальной тахикардией. Соответственно, убирается приступ пароксизмальной тахикардии элементарно просто расслаблением вот этих боковых мышц шеи. Вы можете руками их размять, можете сделать статическую растяжку, и пароксизмалка уйдет. Вот. Это один вариант нарушения ритма. И есть еще один вариант нарушения ритма. Вот, ну, там как бы два варианта, но причина у них одна и та же. Это либо дополнительные систолы, называется экстрасистолия, да? То есть когда вот идет ритм, например, тук-тук, 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 тук-тук. То есть дополнительное сокращение сердца. Вот, это экстрасистолия называется. Или наоборот, выпадение ритма. Вот, то есть, например, идет ритм тук-тук-тук, тук-тук-тук. То есть выпадает одно из сокращений. Обе этих проблемы, оба этих вида аритмии всегда завязаны на относительную слабость сердечной мышцы. Почему я говорю относительную? Она может быть абсолютной слабости, ну, например, просто мышца сердца слабая, да, то есть человек ведет какой-то пассивный образ жизни, мало физически активен, естественно, мышца слабеет. Ведь существует принцип ничего лишнего, да, это одно из следствий закона сохранения энергии. То есть функция, которая используется, она тренируется и она всегда поддерживается на достаточно хорошем, сильном уровне. Функция, любая, причем функция нашего тела, функция, которая не тренируется, не используется, она атрофируется за ненадобностью. Так и тут тоже. Задача сердца — кровоснабжение всех органов, в том числе и мышц. И если вы не используете мышечную работу, то есть мало напрягаете свои мышцы, то есть ведете сидячий образ жизни, то тогда получается, что и сердцу тоже не нужно усиленно кровоснабжать эти мышцы, и оно становится слабеньким, постепенно ослабляется и становится слабым. И сердечная мышца становится слабой. Вот это один из вариантов вот этой проблемы. И другой, когда мышца действительно становится относительно слабой. То есть она может быть сама по себе и сильная, но нагрузка, которая идет на сердце, она становится сильнее, чем возможности сердца по компенсации этой нагрузки. Вот такой вариант, когда либо мышца абсолютно слабая, либо когда она относительно слабая. И то, и другое, в принципе, примерно одно и то же возникает. То есть когда сердце не справляется с нагрузкой на него. Причиной и того, и другого варианта всегда являются две вещи. Первое. Перегрузка может и обычно бывает из-за перенапряженной брюшной аорты. То есть нужно расслабить брюшную аорту. Сам человек, если не знает и не занимается висцеральным массажем или висцеральной терапией, это не сделает. Поэтому здесь у вас два выхода. Либо научиться самостоятельно делать висцеральный массаж, тогда вы можете сами расслабить свою брюшную аорту. Или другой, более простой вариант, обратиться к висцеральному массажисту или висцеральному терапевту. Он сделает это за вас. Это не длительные процедуры и не нужно их делать много. Как правило, один, два, максимум 3 раза нужно сходить к висцеральщику, и аорта брюшная прекрасно расслабляется. То есть там проблем обычно не возникает. Вот. Это первое, что надо сделать. И второе, конечно же, нужно поддержать и восстановить свою сердечную мышцу. Она может быть относительно слабой по двум причинам. Первое, я уже говорил, что человек перестает активную физическую нагрузку давать, и, соответственно, она слабеет. А второй причиной может быть банально недостаток микроэлементов и витаминов, которые вы употребляете. Вот если это первый вариант, то есть нужно просто начать тренировки, да, нужно постепенно только начать давать нагрузку на сердечную мышцу, делать так, чтобы она начала работать, только постепенно. Здесь важно тренировка без перегрузки, нагрузка без перегрузки. Поэтому тренировки очень постепенные. Вот. А второе, что нужно сделать, это подкормить ее. Рекомендую подкормить самым простым, банальным способом. То, что у меня в моих роликах называется зеленой водичкой. То есть берете
либо какую-то траву, любую зеленую траву, либо хвою зеленую, опять-таки, либо листву зеленую любого растения. Важно, чтобы это было не ядовитое, да? Вот все остальное значение не имеет. Берете вот жменьку, то есть вот 2 горсточки этой зелени, кладете в стаканчик, блендером размалываете эту зелень в однородную кашу зеленую, добавляете стаканчик воды, взбалтываете и отжимаете. И вот эту зеленую водичку, которая осталась после того, как вы убрали жмых, вот, нужно выпивать. 1 стаканчик вот этой зеленой водички в день. Неважно, в какое время вы это будете пить. Можно утром, можно днем, можно вечером, не принципиально. 1 стаканчик зеленой водички в день. Вот. И вы за несколько месяцев восстановите свое сердце. Вот, потому что в этой зеленой водичке находятся все необходимые нашей сердечной мышцы вещества. И не только для нее, для многих других проблем вы тоже вот с помощью этой зеленой водички их можете решить. Как самому поддержать свои сосуды в хорошем состоянии? Здесь проблемы 2. С одной стороны, это вегетатика, то есть вегетативная нервная система, симпатическая, парасимпатические ее отделы, управляют тонусом сосудов. Соответственно, сосуды могут то сжиматься, то расширяться. И много проблем возникает, сосудистых проблем как раз возникает именно из-за нарушения вот этого баланса. Из-за того, что сосуды сжимаются не тогда, когда надо, или наоборот остаются расширенными тогда, когда надо сжаться. И вторая проблема – это отложение холестериновых бляшек, то есть атеросклероз, который тоже нарушает проводимость и работу сосудов. Так вот, дело в том, что существует возможность совершенно просто, с помощью простых элементарных 2 физических упражнений, даже это упражнение можно назвать положений тела, я бы сказал так, с помощью которых вы можете за очень короткое время восстановить тонус своих сосудов, восстановить вот этот баланс симпатической и парасимпатической иннервации в отношении своих сосудов. И благодаря тому, что атеросклероз как раз и отложение холестерина начинает развиваться именно тогда, когда нарушается вот этот тонус, когда сосуды перестают сжиматься, растягиваться, только тогда вот в этих неподвижных сосудах начинает откладываться холестерин в форме бляшек. Вот. То есть вы можете еще и провести с помощью этих же совершенно простейших упражнений провести профилактику развития атеросклероза. Что это за упражнение? Очень просто. То есть суть в чем? Когда мы стоим вверх, головой вверх, да, на ногах стоим прямо, получается ситуация какая? Кровь, естественно, под действием тяжести, силы тяжести Земли начинает оттекать вниз. Для того, чтобы она вся не ушла у нас в ноги, у нас существует баланс. То есть сосуды нижней части тела начинают сжиматься, а сосуды верхней части тела начинают расширяться. Соответственно, идет как бы перераспределение кровотока, кровоснабжения между верхней и нижней частью тела. Если мы после этого, наоборот, ляжем на спину и положим ножки например, на стену, вот так, да, таким образом, вверх, то есть чтобы ноги были выше головы, вот, то, соответственно, кровь наоборот, от ног оттечет к голове, и тогда уже сосуды головы будут сжиматься, а сосуды в ногах будут расширяться. Если вы вот это положение, то вертикально стоя на ногах, то есть голова вверх, ноги внизу, то потом наоборот, ноги вверху, голова внизу, поддержите по 20-30 секунд в каждом положении, да еще сделаете несколько переходов, там 5-7 переходов из одного положения в другое, то вы очень хорошо потренируете свои сосуды. И если это делать раз в день, занимает это всего несколько минут, вот, то вы таким образом будете поддерживать тонус своих сосудов в идеальной форме. Во-первых, то есть у вас не будут всевозможных проблем, которые медицина называет дистонией или вегетативно-сосудистой дистонией. Да? Вот. И второе, вы этим же проведете профилактику развития атеросклероза. Всего доброго.